Всем привет, меня зовут Дима, и сегодня я собираюсь вам рассказать о том, как правильно использовать HTTP-клиенты в вашем .NET приложении. В настоящее время в современных приложениях можно достаточно часто увидеть использование HTTP-запросов в сторонние системы. И самый простой способ это сделать – это заиспользовать всеми известный класс HTTP-клиент. Но незнание нюансов этого класса может порождать разного рода проблемы. И сейчас я вам расскажу о том, как не допустить ошибок при использовании этого класса и о том, как правильно его готовить. Давайте посмотрим на код. Я предварительно тут создал мини.NET проектик, в котором бы хотел получать курсы валют из какого-то стороннего источника. Давайте посмотрим на этот источник, откроем браузер и напишем тут cacheirbc.ru. И что мы тут вообще видим? У нас тут есть даже карта, но она нас особо не интересует. Нам больше интересна левая часть, а именно название банка, его телефон, курс, сумма и даже есть время. Ну, для нас на самом деле вся эта информация излишняя. Я думаю, для нас будет достаточно только название банка и его курс. Соответственно, у этого сайта есть какая-то API-шка, с помощью которой мы стащим наши курсы в наше приложение. Давайте зайдем в него и посмотрим вообще, что я успел сделать. Успел я тут создать один endpoint с роутом /rates, внедрил сюда iCacheRate сервис, который через метод getCacheRatesAsync асинхронно получает наши результаты. Давайте посмотрим, как он это делает. Тут мы просто создаем HTTP клиента с указанием ключевого слова using, что означает, что чуть попозже мы задиспоузим наш объект и очистим наши ресурсы, что очень важно. И как-то базово сконфигурировал наш клиент, а именно дал ему базовый адрес нашего сайта и добавил туда маленький роут, который, грубо говоря, ответственен за наши те самые курсы. И асинхронно на HTTP клиенте вызвал метод get, который получает какой-то результат и десериализует этот результат в класс cacheRateResponse. Давайте посмотрим на этот класс быстренько. Тут у нас просто список банков. Банк для нас это его название и наш тот самый курс, который нам нужен. Давайте запустим наше приложение и посмотрим вообще, работает ли оно. Да? Зайдем в Postman. И тут я уже предварительно написал наш endpoint, который мы создали. И давайте нажмем кнопочку Send. Что мы тут увидим? У нас тут есть статус 200, что очень круто, да? Видим наш JSON-чик с нашими банками, а именно название его и тот самый курс. В общем-то, то, что мы и хотели увидеть. Вроде бы все круто, все работает, но на самом деле тут есть ряд проблем. Давайте я о них расскажу. Давайте перейдем в наш терминал и попытаемся найти все наши открытые TCP-соединения к нашему сайту cacheirbc.ru. Для этого напишем команду netstat, отфильтруем наши результаты по нашему IP-адресу, который я уже на самом деле заранее нашел, чтобы мы просто не тратили на это время. Конец нашего адреса для нашего сайта это 235.146. И перед тем, как выполнить эту команду, давайте для наглядности сделаем еще парочку запросов. Я думаю, 3 будет достаточно. И вернемся в наш терминал, нажмем кнопку Enter. Итак, что мы тут видим? У нас тут есть 4 соединения. Одно из них в статусе Established, что означает соединение установлено. Это то самое соединение, которое мы инициировали через наш браузер, когда просто написали в строке cacheirbc.ru и нажали Enter. Оно нас сейчас не интересует. Нас больше интересуют остальные соединения. Это те, которые были открыты через наше приложение, через HTTP клиент. И тут есть большая разница. Они все в статусе TimeWait. Что это означает? Это означает, что после того, как мы задиспоузили наш клиент, несмотря на это, наше соединение продолжает еще жить какое-то время, тем самым занимая наш сокет. И в чем, собственно, проблема? Да? Вот представьте, у вас есть highload приложение, а все мы работаем с highload, да? И в какой-то момент ваше приложение просто начнет отстреливать socket exception ошибками, что говорят нам о том, что, извини, я не смог открыть соединение, потому что нет свободных сокетов. Можешь сделать что-нибудь? Давайте что-нибудь сделаем, да? Давайте более детально посмотрим на наш код и увидим, что на каждый вызов метод getCacheRatesAsync мы создаем каждый раз нового HTTP клиента. Почему бы нам
не переиспользовать этого клиента, то есть не создавать каждый раз, да, а создать один раз и просто его переиспользовать, тем самым переиспользуя наше соединение. Давайте попробуем это написать и посмотрим, работает ли это. Напишем private static read-only, да, дадим ему такое же название, инициализируем его, дадим такие же ему настройки, так как у нас ничего не поменялось. Закомментируем наш предыдущий код и это заменим на это. Перезапустим код и посмотрим, как это теперь работает. Зайдем в наш Postman и сделаем еще 3 запроса. Вернемся в наш терминал и посмотрим на наше соединение снова. И как мы видим, тут всего 2 соединения. Одно как раз таки то самое из браузера, да, которое нам не интересно. И второе соединение в статусе established. Это то соединение, которое мы открыли в нашем приложении. И если вы помните, я сделал где-то 3 запроса, да, там может быть 4. А по факту у нас соединение одно. То есть мы с помощью статичного HTTP клиента переиспользуем наше соединение. Тем самым мы избегаем той самой проблемы исчерпания сокетов. Итак, но если вы все-таки продолжаете использовать статичные HTTP клиенты, вы, возможно, столкнетесь с проблемой так называемых DNS-изменений. Что это вообще значит? Вот представьте, наш сайт cache.rbc.ru в какой-то момент изменит IP-адрес. То есть сейчас он ходит на 235.146, а завтра он будет ходить на 235.147. Наш HTTP клиент об этом никак не узнает. Он как установил соединение, так и продолжает его использовать. Соответственно, он просто будет ходить по старому адресу. Ну, нам это не нужно, да, то есть мы хотим все-таки по актуальному адресу ходить, да. И какая идея вообще, как это можно исправить? Основная идея состоит в том, что надо в какой-то момент просто разрывать наше соединение, пытаться установить его заново. Тем самым мы должны сходить в DNS, получить актуальный IP-адрес и установить по этому актуальному IP-адресу наше соединение. Соответственно, на это Microsoft нам предлагает инициализировать наш HTTP клиент с new sockets HTTP handler и передавать для этого sockets HTTP handler переменную pulled connection lifetime. Что она означает? Она означает, что давайте переиспользовать наше соединение в течение определенного времени. Ну, допустим, в течение 5 минут. То есть в течение 5 минут мы переиспользуем его, а как только 5 минут истечет, мы разорвем соединение, сходим в DNS, получим IP-шник и установим соединение заново. Тем самым мы решим проблему DNS-изменений. Но мы все с вами взрослые люди, и хотелось бы найти что-то более интересное. И в качестве Next Level решения я предлагаю использовать фабрику HTTP клиентов, которая поможет нам избежать всех этих проблем. Итак, давайте удалим предыдущий код и напишем в конструкторе нашу фабрику. Передадим. Напишем HTTP Client Factory. Сама фабрика у нас имеет всего один метод, createClient, который создает нашего клиента на основе его названия. Заиспользуем этот метод, напишем HTTP Client Factory.createClient и передадим ему название будущего клиента. Он будет называться myCacheRateClient. Дадим название нашей переменной var client и это скопируем сюда. И что же делает наш метод createClient? Давайте посмотрим. Он у нас создает нашего клиента, в который передает экземпляр HTTP Message Handler, из-за которого на самом деле и возникают все наши проблемы. В свою очередь этот Message Handler создается с помощью так называемого пула этих объектов. Соответственно, каждый объект мы переиспользуем, тем самым переиспользуя наше соединение. Тем самым избегая проблему исчерпания сокетов. И устанавливаем какой-то таймер, который будет следить за жизнью нашего объекта, в какой-то правильный момент его удалять, и тем самым избегая DNS проблем. Итак, что же мы сделали? Мы создали нашего клиента и передали сюда имя нашего клиента. Но мы еще не зарегистрировали и никак не сконфигурировали его. Давайте это сделаем. Перейдем в класс Program и напишем builder services.add HTTP client. Дадим ему название, которое мы уже заранее придумали. И далее мы как-то сконфигурируем
дадим ему тот же самый базовый адрес. Тут мы напишем о. И точка запятой. Соответственно, мы зарегистрировали нашего клиента с названием myCacheRateClient, и с помощью фабрики в нашем сервисе мы создали нашего клиента по его названию. Также есть и второй способ использования этой фабрики – это использование типизированных HTTP клиентов. То есть вместо названия нашего клиента мы просто указываем нашу типизацию нашего сервиса. Это мы закомментируем. И теперь вместо нашей фабрики мы можем напрямую передать нашего клиента вот таким способом. Заиспользовать его тут, и фабрика нам не нужна, мы можем просто ее тут закомментировать. И тот, и другой способ работает, и вы можете использовать то, что вам по душе, то, что вам более удобно в вашем проекте. И напоследок я хотел бы рассказать о том, что можно использовать и комбинированный вариант всего этого. Это и типизированные клиенты, и именованные одновременно. То есть тут мы напишем, добавим еще какое-то название его, primary. И зачем это все нужно? Представьте, у вас есть CacheRate сервис, который одинаково работает, там одинаковая логика обработки ошибок, одинаковая логика обработки результатов, но по какой-то причине вам нужно по-разному конфигурировать этого клиента. Допустим, дать какой-то другой базовый адрес. Давайте скопируем, вставим, создадим такого же клиента, только с другим названием и какой-нибудь другой домен. То есть идея в чем? Мы, допустим, идем в primary клиент, он, предположим, недоступен, и по бизнес-логике нам нужно сходить на другой домен, попытаться найти что-нибудь там. Соответственно, наших клиентов мы зарегистрировали, и теперь осталось нам как-то заиспользовать этих клиентов. Итак, зайдем в наш endpoint, и вместо iCacheRate сервиса мы передадим фабрику клиентов. На основе нее мы уже создадим нашего клиента. Хочу сначала создать primary. Дадим ему название. И на основе этого клиента теперь нам нужно создать наш iCacheRate сервис. Чтобы это сделать, мы можем заиспользовать типизированную фабрику. Есть и такая фабрика. Она называется iTyped HTTP Client Factory. Сюда мы передаем наш iCacheRate сервис и назовем ее Typed HTTP Client Factory. Теперь у этой фабрики есть метод createClient, который мы передаем просто нашего клиента, и тем самым создаем наш сервис на основе primary клиента, который будет ходить на домен 1. И, допустим, мы сходили на домен 1, получили какую-то ошибку, и теперь мы решаем создать secondary клиент, который будет ходить уже на домен 2 и получать там успешные результаты. И все круто, все хорошо. Соответственно, на этом все. Давайте подытожим. У нас есть фабрика клиентов, которая помогает нам избежать множества проблем. Второй момент всего этого – это единая точка входа, в которой мы можем просто конфигурировать наши клиенты в одном месте. И третий момент – это возможность декорирования наших клиентов с помощью других библиотек. Например, такая библиотека есть Polly, которая поможет нам добавить политику retrieve к нашим клиентам. Но это тема уже других роликов, поэтому спасибо за внимание. Всем пока.